Как ты считаешь сегодня состояние российского бизнеса? Политики же тоже не кудесники. Что бы ты ответил Олегу Тинькову? Сложно сидеть на двух стульях. Мечтали совершить революцию. Если государство не будет хватать деньги, оно, естественно, будет изымать их у граждан. Похоже, эти времена сейчас наступают. Реально золотые. В Евросоюзе, конечно, нам приходится получать очень много по шее. Не бейте пса по одному месту. Российское правительство не верит российскому бизнесу. Предприниматели — это такие недобитые полужулики. Призывать бизнесменов быть героями я не хочу. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей. Всем привет! Вы на канале номер 1 про бизнес и деньги. И я хочу объявить вам о важном событии. Я хочу восстановить формат интервью. И, конечно же, сделал это с особенного гостя, с моего друга, партнера по Технониколь Сергея Колесникова. Привет, Серега. Добрый день. Ты вообще редко даешь интервью. Почему ты так редко выходишь в паблик? Ведь ты мог бы сделать очень большой пиар для компании Технониколь, для продуктов. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому относишься? Ну, для этого нужны поводы, те, которые я считаю необходимыми для того, чтобы их озвучивать на широкую публику. Компания Технониколь производит стандартные строительные материалы, и в этом году мы сделали что-то новое, сделали новый шаг для того, чтобы повысить производительность труда не только в нашей компании, но в целом в отрасли строительства как такового. И, естественно, об этом шаге хотелось бы заявить публично. Отлично. Сейчас вообще многие заявляют, что в России небезопасно что-либо заявлять, говорить, за какие-то слова, за какие-то записи людей закрывают. Поэтому ты вообще не боишься публично выступать? Я стараюсь избегать крайностей и считаю, что всегда мы должны избегать крайности. То есть не бывает абсолютной свободы слова, как и не бывает абсолютной цензуры. Все общества, и наше в том числе, всегда это есть некая середина, которая в зависимости от времени, от геополитической ситуации немножко меняется, очевидно, да? И понятие середины меняется. Немножко меняется, но очевидно это, да. И в данном контексте всегда нужно следить за своими словами. Просто в ситуацию, когда у людей повышенный фон нервозности, нужно вдвойне следить за теми обещаниями, которые мы даем. Я с тобой полностью согласен. Я вообще много выступаю публично. И хотел тебя всегда спросить, ты вообще следишь за тем, как я веду себя публично? Отправляйтесь переделывать вокруг себя все, что вам не нравится. Ёпта. А как тут не материться? Ты в поле чистоты, ты то ты. Я грандмастер актуальности. Пошли все в жопу! Ну, я, конечно, думаю, что не следишь, но, может быть, где-то подсматриваешь иногда. Значит, если честно, о твоих роликах мне рассказывают другие люди. Я лишь узнаю от вам, что ты делаешь, скажем так, от своего окружения. Помнишь, был случай, когда ты прям советовала мне открыть вокально-инструментальный ансамбль или где-то, где творчеством заниматься, чтобы я меньше изменений в компании плодил. Вот. И я помню твой этот совет. И, в общем-то, видишь, я кое-что сделал, я там альбомы музыкальные там записываю. Вот. Вообще, ты, может быть, слышал мою музыку? Ну, понятно, что слушал, тем более, что ты не только в Ютубе записываешь, но и исполняешь это на наших вечеринках. Поэтому отчасти я знаком с твоим творчеством. Но я подчеркиваю, как бы каждый из нас рождается с определенными чертами. Очевидно, мне было еще с нашего студенчества, что у тебя есть большая склонность к творчеству. И если есть недостаток в творчестве, то, понятно, ты его стараешься выплеснуть в бизнесе. Бизнес — это не только творчество, это еще и рутина. Поэтому важно, конечно, балансировать свои состояния своими хобби. Я хотел тебе так на интервью сегодня публично сказать, во-первых, большое спасибо, что ты подметил тогда, когда я пошел на YouTube или там музыку, и делал какие-то шоу, я всегда помнил, что ты мне об этом говорил, а я тогда сказал, да нет, это ерунда там, да, поэтому, в принципе, опираясь, знаешь, на такое, когда важные, ценные люди в моей жизни что-то подмечают, спасибо тебе большое. Я рад, что зашло. Да. В публичном поле сегодня принято, знаешь, навязывать некие точки зрения. Ну, например, одни говорят, если вы не радикально там за
что вы против. Просто быть уже недостаточно. Надо обязательно быть сторонником какой-то там радикальной идеи, ну, солдатом какой-то идеи. Тебя такой радикализм, который в публичности раздражает, или ты с ним согласен? Как ты живешь и примиряешься вообще с этим? В последнее время мне нравится книга «Психология», одна из моих любимых книг. Не единственная, но очень хорошая книга, практичная, называется «Трансерфинг реальности», в которой Вадим Зеланд говорит о том, что каждый живет в собственном слайде. Слайд — это то, что мы думаем о мире или о том, что мир думает о нас. И вообще говоря, сколько людей, столько слайдов. Поэтому я никак не комментирую эти высказывания. Это просто слайд в голове дешевого человека. И в данном контексте, если вы согласны с этим слайдом, то получается некий маятник. Вы начинаете его раскачивать. Если вам не нравится этот слайд, вы можете его проваливать, просто никак не обращать на эти высказывания. Не бороться с ним, не поддерживать его. Потому что если вы боретесь, все равно боретесь на этой же частоте и раскачиваете это мнение. Ну вот недавно Олег Тиньков взял и назвал всех российских предпринимателей, ну, значит, меня, тебя, ну, и, там, Галицкого и многих, да, трусами. Все в итоге на 2 стульях уселись и зассали. Я в шоке, какие все трусы. И мне постоянно в Ютубе там, или в комментариях везде люди пишут: Игорь, почему вы не реагируете, почему вы не отвечаете Тинькову? Вот, ну, стало быть, он взял и назвал всех нас трусами, тебя же тоже. Что бы ты ответил Олегу Тинькову? Я подчеркиваю, это его слайд, он живет в своем мире, собственно, представление о добре и зле. Но в конечном счете, мне кажется, это его испуг, это его реакция на происходящее событие, то, как он видит мир. Ну что, Серег, а ты был здесь? Нет. О, смотри. Ну, эту ту стойку знаешь? Да? С нашими регалиями тут вот все. Я хотел тебе дать эту, смотреть, фотку нашу. Это какой курс, не помнишь? Это, наверное, 3-й. Это, по-моему, 406 или 411? 411 или 6, да. Часто мне пишут в Ютубе всякие комменты, говорят, что мы с тобой похожи на последних романтиков из 90-х. Вот. И что бы, например, ты бы ответил этим хейтерам, которые там все говорят, что вот в 90-е можно было легко там украсть, что-то начать бизнес, а сейчас это невозможно. Вот. Романтика дает вам возможность вам совершать и жить в легкости. Поэтому в каком-то смысле быть чуть-чуть романтиком — это правильно. Иначе вся деятельность превратится в рутину. Когда вам нравится то, чем вы занимаетесь, вы не ходите на работу, вы делаете это с удовольствием. Поэтому превратите свою работу в увлечение. А для этого нужно быть немножко романтиком. И сейчас вот тоже эти хейтеры говорят, что в основном все предприниматели, да, из 90-х, а новых, вот и кто из 2000-х годов и так далее, вот их нет. Ты вообще с чем связываешь, что не появляются новые предприниматели или их немного? Есть несколько вещей. Действительно, время 90-х годов давало возможность в 2 аспектах. Первое. Было много возможностей на рынке приватизации. Это время. Второе. Профессия предпринимателя была тогда в обществе желанной. Многие хотели быть предпринимателями. Сейчас предприниматель в обществе таким не воспринимается. Сейчас многие молодые люди, выпускники вузов, хотят быть чиновниками, либо работать в государственных корпорациях, ну, то есть быть менеджерами или топ-менеджерами. То есть институт предпринимательства в обществе не имеет статуса профессии, в которую бы хотели молодые люди идти. Многие, кто работал предпринимателем, а это большая часть, ушли из бизнеса с очень большим осадком. Это, как правило, очень много рисков, это потерянные капиталы, и это болячки, постоянная головная боль. И поэтому большое количество неудачных мелких, средних предпринимателей, уйдя из бизнеса, потом рассказывали другим, почему не нужно быть предпринимателем. В итоге в обществе созрела ситуация, что из молодых людей только 5-7 или там 10% хочет быть предпринимателями. Это очень мало, если сравнивать такое количество с выпускниками вузов там, в Европе, в Латинской Америке, в Китае, в Индии. То там пропорция там, 30, 50, 70%. Мы в разы проигрываем.
То есть почему-то в обществе считается предпринимательство очень опасным. То есть связано с риском, да? С риском, не материально невыгодной профессии. Да? Ну, плюс сами политики высказываются на телевидении, говоря, что предприниматели — это такие недобитые полужулики. Ну и если посмотришь... Вот недобитые полужулики. Ну, в общем, такое, ну, как барыги, да, слово барыги, да, то есть... Давайте посмотрим фильмы, которые снимают на российском телевидении. Понятно, что показывают много воров-чиновников, но и также достаточно негативно отзываются о предпринимателях в киноиндустрии. Соответственно, складывается мнение, что бизнес это не престижно, это часто некоторые люди старшего поколения воспринимают как недостойная профессия. Ну и она очень рискованная. И у нас действительно очень мало людей хочет идти в предпринимательство. Но, возможно, действительно мало возможностей мы создаем в обществе. Как ты считаешь сегодня состояние именно, давай так, российского бизнеса? Прокомментируй, это открытый вопрос. Как бы оправился от первого шока, сориентировался в ситуации и начинает медленно нащупывать путь в будущее. Тех ужасных прогнозов, которые писали в начале марта прошлого года, эти прогнозы не сбылись, отчасти благодаря действиям правительства. Ну и, собственно, гибкость самого бизнеса. Поэтому все начинают нащупывать какую-то новую почву и с осторожной надеждой смотрят в будущее. Мы столкнулись еще с очень интересной ситуацией. У нас очень низкая безработица. 3,5%. Это раз. У нас очень низкая рождаемость. По-прежнему убыль населения 2. И в этом году у нас, точнее в прошлом году, у нас был очень низкий уровень миграции. Всего лишь 69 тысяч против 300-400. Население России уменьшается примерно со скоростью 400-500 тысяч. Это означает, что борьба за кадры и рост оплаты труда, ну, это уже сейчас Минэко планирует, что номинальная зарплата в этом году вырастет на 10,4%. С учетом инфляции это реальный рост будет плюс 5%. Поэтому с этого года потребительский спрос будет одним из тоже драйверов. Если у нас прошлый год знаменовался, что рынком двигали большие расходы бюджета, была очень мягкая бюджетная политика, чего не скажешь, к сожалению, кредитно-денежной политики. Центральный банк у нас достаточно жесткую позицию занимает в борьбе с инфляцией, то я надеюсь, уже с лета, кроме бюджетных вливаний, мы почувствуем, что люди начнут тратить, и мы увидим рост реального потребления, и это будет хорошо для бизнеса. Как Технониколь, вот что с комплектующими? Я же вижу, сколько сейчас проблем, невозможность купить некоторые запчасти, некоторые оборудования перестали отгружать наши старые даже поставщики, да, из некоторых стран. Как Технониколь с этим справляется? Эта тема, я думаю, будет тревожить умы бизнеса еще долгое время. Понятно, что мы попали под определенные мягкие, я бы сказал, санкции со стороны европейских предпринимателей, поскольку наше оборудование, которое мы покупали, ну и сейчас покупаем в Евросоюзе, по большому счету не попадает под санкции Евросоюза. И по большому счету весь 22 год и начало 23 года мы получали оборудование из Евросоюза, из Англии, из Америки. И вообще говоря, государственные органы, да, они работали дольше, да, были дополнительные проверки, да, были сложности на таможнях, да, были проблемы с платежами с банками, мы их решали, да, были проблемы на вторичные проверки, да, некоторые транспортные компании не хотели работать с Россией, нам приходилось искать другие компании. Понятно, что все это вызвало, конечно, достаточно большой переполох, сложности для наших сотрудников, но в целом жестких ограничений не было. Были мягкие ограничения, потому что владельцы компаний, чешских, немецких, французских, американских, по-разному воспринимают этот конфликт. Плюс, естественно, есть часть оборудования достаточно простого, как механические части, запчасти. Оказалось, что их можно покупать в России. Ну и понятно, что там все запчасти связаны с механообработкой. Почти 90% мы нашли в России. Некоторые элементы экструдеров у нас, к сожалению, не делают. Мы работаем сейчас с турецкими поставщиками или с индийскими даже. Некоторые оборудование начали покупать в Китае. Подчеркиваю, сейчас экструдеры мы снова покупаем, большие экструдеры покупаем в Китае, поскольку немцы и хотят поставлять, но, к сожалению, они долго спрашивают разрешение у своего экспортного агентства. Экспортное агентство не всегда выдает разрешение даже на отгрузку в Казахстан. Ты знаешь, мы строим завод в Казахстане, и даже казахстанские... Так ты расскажи вот о планах-то. Да. Где, чем мы, какие заводы строим? Мы много чего строим, и даже Казахстан не всегда грузит немецкие компании. Ну давай, первый вопрос. То есть оборудование, которое мы не можем купить, мы
либо его произведем, либо сделаем чертежи и найдем производителей, кто для нас его произведет. Да, абсолютно Это верно. первый ответ. Второй вопрос. Невозможность Технониколь работать на Западе компенсироваться будет тем, что Технониколь идет на Ближний Восток или там где-то. Ну, в основном это 3 страны: Турция, Индия, Китай. Кто с нами работал в области машиностроения? Да, это в основном как бы вот эти. Это с машиностроением, а вот и по товарным рынкам. Куда, где мы там заводы собираемся строить, может быть, куда присматриваемся, там, не знаю, Индия, может, Египет, может, Турция. Да. Понятно, что сейчас первый шаг мы сделали, это наши традиционные рынки, куда мы уже много поставляли, это Казахстан, Узбекистан. Пришло время, когда мы должны подкрепить свои амбиции, свое присутствие не только продажами материалов, произведенных в России, но и собственным производством. Поэтому мы уже запускаем в 3-м квартале завод под Алматой в индустриальном парке, завод экструзионного пенополистирола. А в 1-м квартале следующего года, надеюсь, мы запустим завод каменной ваты с объемом производства 90 тысяч тонн каменной ваты. Этот кластер будет нам обойдется в $100 миллионов без малого. Этот завод на контроле в правительстве Казахстана. О нем осведомленный президент Казахстана, посол Казахстана в России. Мы являемся якорным клиентом индустриального парка под Алматой. И надеюсь, что после нас в этом индустриальном парке появятся другие резиденты, в том числе из России. Ну, то есть вот перечисли все проекты, которые, если мы уже вот утвердили их, и они сейчас в стадии того или иного И в 2024 плана. году мы запустим новый завод в Ангрене, в 80 километрах к юго-востоку от Ташкента. Завод также будет делать строительные материалы на нашем с тобой заводе Никольпак, который производит гофротару в Узбекистане. Поэтому первое, что мы делали, мы пошли, конечно, в Узбекистан и Казахстан. Мы интересно ищем бизнесы для покупки в Турции. Мы интересно смотрим на Индию и Египет, но там, скорее всего, не покупка, а строительство новых предприятий в силу того, что мы все-таки компания, которая привержена своему принципу, делает высококачественные продукты с высокой производительностью труда. И нас интересуют только очень качественные технологии, кои купить в Египте и в Индии сложно. Поэтому, скорее всего, это путь строительства новых предприятий. Мы не отказываемся также от Европы. Конечно, сейчас в Европе российские бенефициары, хотя у меня есть 2 паспорта, но все равно это вызывает очень странную реакцию в России. Мы спокойно относимся к Науфу, к Сангабену, к Леруа Мерлен, компания Таркет. Все это европейские компании, и в российском обществе очень спокойно относятся к компаниям с европейскими корнями. Никто их ни в Ютубе, ни ты, Игорь, ни телевидение, собственно говоря, не устраивает охоту на ведьм, не полоскает, да. То в Евросоюзе, конечно, нам приходится получать очень много по шее от общества. Как правило, конкуренты отзываются о нас с тобой в Европе негативно. И некоторые клиенты, конечно, нас покидают. И в обществе, конечно, в европейском обществе есть большая нетерпимость к русским продуктам, сделанным в России. Конечно, мы видим в этом определенные риски для себя. Единственное, что мы говорим в таком случае на яростные события наших конкурентов, ну раз вы так заботитесь о чистоте своих нравов, то почему же вы не покидаете Россию? Ну, раз так, то давайте будем тогда как-то более-менее полайт. Да, Сергей, ты сейчас назвал про Казахстан, Узбекистан, про Индию, про Турцию, да, и вот, может быть, ты назовешь, какие вот сейчас мы проекты в России реализуем или вот собираемся реализовать в ближайшие там 3-5 лет, то, что уже на мази, что называется. Самая интересная, удивительная ситуация случилась вот в ближайшие 6 месяцев. Российский рынок растет по отношению к 2022 году. Никто этого не ожидал. Анекдот, да. Никто этого не ожидал. При том, что наш бизнес в Евросоюзе показывает падение. Мы идем, итальянский рынок упал на 8% по кровельным материалам, немецкий рынок упал на 36%, очень сильное падение. Мы традиционно дальше будем развивать наши основные направления в кровле, в теплоизоляции. Мы запускаем в этом году завод. Это уже в России? В России, да, в Усолье. Это недалеко от Иркутска. Мы запускаем еще одну линию в Воскресенске, 5-ю по кровельным материалам. Ну и у нас очень много идет реконструкции. Мы меняем концовки линий в Выборге. Мы проводим реконструкцию всех линий в Рязани, увеличивая производительность и ассортимент продукции. Поэтому у нас идет очень много еще реконструкций, в том числе в области экологии. Мы ставим новую систему дожига в Рязани, ставим систему дожига в Заинске.
Мы получили абсолютно новую интересную разработку по улавливанию отходящих газов в осиповичах по улавливанию. Мы теперь эти установки будем ставить на всех наших линиях в России для того, чтобы снизить выбросы углеводородов, которые несут пыльные запахи. Поэтому очень много, в том числе, инвестиций в экологию. Плюс у нас есть два новых направления, которые хотелось бы рассказать. Это непосредственно переработка мусора. Мы запустили третью линию по производству вторичного полистирола. И на этой же линии мы сейчас ставим дополнительную мойку, чтобы, вымыв определенные отходы, мы могли перерабатывать отходы в вторичный полипропилен. И насколько я знаю, мы собираемся стать 10% от переработки вторичных пластиков. Ну, это очень такая амбициозная цель, да, но в целом задача интересная. Мы сейчас ведем переговоры с двумя компаниями по их покупке, и в целом мы думаем, что в каждом крупном городе мы могли бы иметь центр по переработке вторичных полимеров, и каждый город может давать нам 40-50 тысяч тонн вторичных полимеров в Когда мы начали продукты. с переработкой макулатуры, я думал, мы этим ограничимся, а сейчас, видишь, мы пластики перерабатываем и так далее, то есть очень удивительно развивается. В Японии 94% всех пластиков перерабатывается, а в России только 6%. 6. Да. На Дальнем Востоке мы сейчас провели встречу с Олегом Николаевичем, если не ошибаюсь, Кожемяка. Извините, если ошибся. И надеюсь, мы подпишем на следующей неделе договор с правительством Приморья о том, чтобы купить 45 гектаров земли в Большом Камне, в индустриальном парке, для того, чтобы через 2 года приступить к строительству 3 предприятий: завода битумных материалов, завода «Мастик», завода «Плантер» и экструзионного пенополистирола. Нам рынок Приморья интересен как с точки зрения самого рынка, так и с точки зрения портовой зоны для погрузки на экспорт продукции, а также по Северному морскому пути, опять же, на нашей крайней севера, где строятся портовые зоны, где строятся в том числе и добыча производится углеводородов. Ну и третья вещь — это каботажное плавание, это Сахалин, это Камчатка. Плюс мы все-таки надеемся, что транспортный коллапс на границе с Китаем, пограничные переходы, коих всего 10, и пропускная способность всего лишь 450 автомобилей в сутки, наконец к концу 2026 года решится. Я об этом говорю с 2016 года. К сожалению, очень все медленно в России делается. К сожалению, к моему, я, наверное, проел утку, наверное, всем министрам. И только, к сожалению, к концу 2024 будет реконструирован пограничный ФНХ и увеличит пропускную способность с 50 до 450 машин на место в сутки. И к 2026 году увеличивают с 450 по всей границе, коих там 4,5 тысячи километров, и всего их 10 пунктов, до 4,5 тысяч. Хотя, я подчеркиваю, на мой взгляд, правительство ошибается. Этого количества было достаточно на 2020-2021 год. Если смотреть в будущее, то этого пропускной способности будет не хватать. Я бы говорил о 9 тысяч 16, но по пониманию в кабинетах и в Минтрансе я не нахожу. Коллеги очень консервативно смотрят. Это всегда вопрос, что первичнее, яйцо или курица. Коллеги говорят, сначала курица, потом яйцо. Я говорю, сначала яйцо, потом курица. Они ждут сначала, бизнес будет затоваривать пропускные границы, а потом они будут увеличивать. А я жду, наоборот, что они будут опережающими темпами увеличивать пропускную способность, позволяя бизнесу быстрее строить свои предприятия и увеличить торговлю с Китаем. Но, к сожалению, автомобильные переходы — это лишь 1% логистики между Россией и Китаем. Мне всегда кажется, что подход опережающего развития инфраструктуры, он очевиден. И то, что сперва пусть затоварятся пограничные переходы, потом будем их расширять, он затоварен с достаточно, 2016 года. Если раньше Харбин-Хабаровск это было 120 тысяч рублей, теперь это 1,5 миллиона, раньше это была неделя, теперь это месяц. И об этом пишут в газетах каждые 3 месяца, от «Ведомостей» до «Коммерсанта». Но похоже, что реакция в правительстве, она слишком спокойная. Да. А что изменить-то для этого надо? Может, в правительстве нужны советники, вот как ты? Есть такой анекдот по поводу фуншуя, я не буду его рассказывать. Да. Мне кажется, просто проблема в другом. Опасно, я же говорю, сегодня не все можно говорить. Да, сегодня все можно говорить. Да. Мне кажется, просто кто-то что-то медленно делает, вот и все. Да. Вот теперь давай о мечтах, о сказках. Помнишь, мы в нулевых провели очень много времени в Америке. Смотрели на эти горизонтальные города, на поселки, на каркасные дома. И когда-то мечтали совершить революцию в России. Я как сейчас помню, мы просчитывали себестоимость этих домов и очень радовались, когда нам удавалось почувствовать, что когда-то, может быть, это будет в России. Но потом мы много раз пытались это сделать, и всегда все упиралось в какие-то там
значит, ограничения. Ты знаешь, похоже, эти времена сейчас наступают. Ведь я хочу тебя попросить сейчас рассказать о том, что Технониколь входит в деревянный бизнес, да, бизнес по строительству каркасных домов, префабов и так далее, чтобы воплотить вот эту вот мечту, сказку про горизонтальные города, про поселки, чтобы люди жили не вот в этих вот коробках, муравейниках, человейниках, да? Расскажи, пожалуйста, о настроениях Технониколь в области входа в этот бизнес, Да, и революции, которую мы там собираемся устроить. Революцию не знаю. Кроме вопросов, связанных с переработкой мусора, мы вошли в новый бизнес для нас. Это деревообработка. У нас уже есть активы в Красноярске. И мы купили хорошее предприятие в городе Семенов, недалеко от Нижнего Новгорода, завода по производству домокомплектов. Завод оснащен хорошей немецкой технологией, построен совершенно недавно и может производить 1000 домокомплектов в год. Это примерно 100 тысяч квадратных метров жилья. И мы, конечно, будем специализироваться на производстве домокомплектов для самого массового сегмента эконом и комфорт. И ориентироваться на стоимость конечного изделия от 7 до 14 миллионов за готовый дом, для того, чтобы удовлетворить спрос. В чем основная идея каркасного дома? Я уже говорил о том, что в России очень маленькая безработица. К росту производительности труда призывает Минстрой, Ирик Анварович Файзуллин, призывает вице-премьер Хуснуллин, призывает Минстрой, призывает Минэк. И для того, чтобы строить больше, нам не хватает просто рабочих рук. И поэтому наш проект прекрасно ложится в эту идеологию. Большинство операций, которые строители делают на строительной площадке, мы переносим в цеха. Все эти дома будут выложены на нашем сайте Дом Технониколь. Клиент может зайти и выбрать себе тип дома, дальше выбрать себе, как мы выбираем в машине, опции по покраске, отделке. Черновая, белая, внутреннюю отделку, внешнюю отделку. Мы даже можем делать внешнюю фасадную отделку. И мы очень резко сокращаем сроки строительства. Вместо условно 180 дней мы готовы собрать дом за 14 дней. Ты лично веришь, что люди будут жить не в квартирах, а в поселках, да, в таких горизонтальных городах. Чем подтверждается это? Может быть, ты видишь огромный спрос в этой области, может быть, ты видишь много поселков, потому что все говорят об этом, но поселков все еще мало. Мы угадываем движение рынка, и наши предложения на шаг, буквально на полгода-год опережают развитие рынка. Почему я уверен, что ИЖС — это большое будущее? Ну, прежде всего, это показал ковидный год, когда в 2020-2021 году спрос на индивидуальное жилье просто зашкалил. Мы видели это по всем сегментам, в секторе древесины, плиты ОСБ. Цены выросли. Цены выросли практически на все продукты ИЖС. Мы видели высокий спрос на тех, кто занимался домокомплектами строителей домов. Все подрядные организации фактически были расписаны, строителей не хватало. И, собственно говоря, это показалось, что все хотят жить за городом. Вторая тенденция в структуре строительства — 100 миллионов, 50 миллионов — это рынок ПГС, то, что строится в городах, и 50 миллионов ИЖС. И эта статистика 50 на 50, она плюс-минус повторяется уже пару десятков лет. Да, реформа, о которой ты, Игорь, говоришь, она как-то повлияла на эти цифры, но если взять среднюю линию за последние 10 лет, видно, что половина жилья все равно строится либо непосредственно самими домохозяйствами, либо мелкими подрядчиками. Законодательство, по-моему, закон 214-218 закон принят. Теперь поселки с 2021 года попадают под те же ипотечные программы, и вы можете брать ипотеку под свой дом, под застройку. Некоторые компании, как «Самолет», уже объявили о строительстве 4 кластеров, и мы там уже участвуем. Надеюсь, мы будем расширять свое партнерство. И очень интересный пример Белгорода, где у нас с тобой предприятие. Половина жителей Белгорода живет фактически в частных домах в городе. И я был несколько раз в Белгороде, конечно, оставляет умилительное ощущение. Он вызывает того, что ты находишься как будто в Германии. Много частных домов. И когда общался я с губернатора, он тоже говорит, что жители города имеют несколько другую психологию. Человек, живущий в частном доме, это мелкий буржуа, это собственник, у него есть собственная земля. И, как правило, это все заборы покрашены, это всегда чисто. Поэтому я не сомневаюсь, что ИЖС будущее, и крупные компании, в том числе девелоперы, будут застраивать пригороды. Особенно это актуально для городов с численностью от 300 тысяч до миллиона.
где люди в пригороде могут ездить в центр города на работу. Конечно, для Москвы это достаточно сложно из Дмитрова ехать в центр города. И здесь всегда есть внутренние споры. То в такие города, как Белгород, Нижний Новгород, Ульяновск, Магнитогорск, Екатеринбург, это всегда города, где застроены пригороды с ИЖСом. Это называется welcome. Слушай, недавно состоялся первый съезд Конфедерации городов комьюнити. Я там был, принимал участие, и там пришли девелоперы, застройщики, подрядчики, риэлторы, регуляторы, Намикс пришел. Ну, в общем, все участники рынка, и все в один голос говорили, что грядет буквально революционирование российского рынка жилья. Буквально все об этом говорят, когда все так в унисон говорят об этом, и причем это не только участники рынка, но и профучастники рынка, и покупатели об этом говорят, нам нравится так жить, и регулятор говорит, и банки подкрепляют, это не может не измениться. Я очень рад, что Технониколь чувствует это, смотри, входит вовремя, и вошел и в деревообрабатывающий бизнес, да, и будет поставлять не только базовые материалы, в данном случае дерево — это один из основных строительных материалов каркасного дома, но будет поставлять и домокомплекты, и будет участвовать в инжиниринге этих городов горизонтальных. То есть, как всегда, займет позицию, знаешь, такого обучателя рынка, формирователя рынка, такого экосистемного игрока. Абсолютно верно. И надо еще напомнить одну ситуацию. В России наступает голод кадровый, который будет испытывать промышленность, который будет испытывать строительные организации. И вообще говоря, другого способа решить эту проблему я не вижу. Все, что мы сейчас должны делать, повышать производительность труда в секторе строительства. И другого способа строить быстро и с минимальным количеством человеческого труда я не вижу. Поэтому префабы, полуфабрикаты — это очевидное, понятное качество, поскольку все комплектующие проходит жесткий контроль компании Технониколь, там, правда, все комплектующие компании Технониколь, но мы отвечаем за свое качество. И третий аспект, мы в принципе повышаем производительность труда по всей цепочке, от производства стройматериалов до конечного изделия, уменьшая нагрузку на людей, уменьшая часы в производстве этих процессов. Поэтому альтернативы домокомплектам в условиях снижающейся рабочей силы нет. К тому же надо понимать, что стоимость рабочей силы будет расти в ближайшие 5 лет. Вот Минэк пишет, в этом году они ожидают рост 10,4%, вообще в экономике. В промышленных предприятиях я ожидаю, этот рост будет 12-14%, поскольку промышленность является, мне кажется, это новая IT-отрасль, да? Сейчас кстати, количество вакансий, высокооплачиваемых вакансий в промышленности сейчас больше, чем IT-индустрии. И поэтому рост оплаты труда на рынке промышленности будет 12-14%. С учетом инфляции реальный рост доходов в промышленности будет 7-8%. И это же будет касаться и строителей, и подрядчиков. Там тоже будут расти зарплаты. И для того, чтобы уложиться в те цены, которые хотят видеть наши потребители, которые ждет от нас Минстрой, тоже Марат Хуснуллин, нам нужно повышать производительность труда. Поэтому полуфабрикаты — это очень хорошее технологическое решение для того, чтобы строить быстро. Сергей, у меня так получилось, что я вещаю с канала номер 1 про бизнес и деньги. Но это не так получилось, а его пришлось сделать для того, чтобы доносить свои сообщения до аудитории. 2,5 миллиона. Как ты смотришь на идею развернуть прям цикл YouTube роликов и роликов в ВК и во всех соцсетях, чтобы рассказать о префабах Технониколь, об этом. И если смотришь положительно, давай сделаем это, чтобы каждый мог получить своевременную актуальную информацию. Что думаешь? Я с удовольствием приму, конечно, участие в продолжении нашего разговора про дом Технониколь. Единственное, что любая река времени, любой процесс требует набора информации. Поэтому, когда мы наберем определенные качественные измерения, которые придут в количество, я дам тебе знать, и я думаю, мы с тобой снова встретимся, я расскажу, что поменялось в нашем проекте, чего мы достигли, чтобы слушателю было интересно смотреть, как наш проект развивается с точки зрения времени, какие качественные и количественные изменения в нем произошли. Мне кажется, для этого должно пройти 3-6 месяцев. И уже осенью произойдет второй
съезд Конфедерации городов комьюнити, я тебя приглашу, там выступишь. Вот. И по результатам этого второго съезда мы сделаем такое обзорное интервью. Это знаменитый погреб Рыбакова, откуда я выхожу в эфир. Приглашаю вас всех в погреб Рыбакова. Здесь спокойно, уверенно, и вы видите, здесь процветание, есть что покушать, и есть ощущение перспективы в жизни. Видишь, тут у меня гречка, валюта, золотые слитки. Реально золотые? Нет, нереально. Легкие слишком. Слушай, ну что ты рассказываешь-то? Это открываешь тайну. И я хотел знаешь, я когда вот эту банку увидел, помнишь, мы с тобой сколько, 10 тысяч долларов в погребе закопали? Где, кстати? Достали их оттуда? По-моему, тогда достали, да. Как вот в условиях турбуленции людям, ну, подготавливаться к каким-то непредвиденным состояниям? Ну, кто-то делает занычки, там, резервы делает, там, кто-то в погреб что-то складывает. Когда вот пришел ковид, там все говорили, давайте там запасы какие-то делать, туалетную бумагу, помнишь, пропал. Вообще, как людям готовиться к непредвиденным состояниям? Вот что бы ты рекомендовал? Я не Святой Дух, чтобы предсказывать будущее. Я прежде всего советую быть разумным, не волноваться, жить спокойной жизнью. Чему быть, того не виноват. Сейчас все советы такие, говорят, успокойтесь. Ну и так общество испытывает огромные стрессовые ситуации, и любые алармические предсказания увеличивают нервозность, заставляют, как правило, ошибочно действовать. И что бы я ни сказал, все равно реальность отличается от… Даже если прочитать там предсказателей, и когда наступают события, предсказанные предсказателями, все равно не приходит не так, как ты это себе представлял. То есть происходит то, что должно случиться, но оно происходит не так, как ты это представлял. Ну, это да. И то есть даже если это событие наступит, что совпадет, а вот вопрос как и какие последствия, все равно ты не угадаешь. Спокойствие, еще раз спокойствие, как говорил Кот Матроскин или кто-то говорит. Ну слушай, а вот, например, золотые слитки, у кого есть деньги, или там запасы гречки некоторые складывают. Вот. Я, например, знаю, что многие кэш запасают, ну прям вот на случай, что банки перестанут работать. В случае каких-то катаклизмов, если люди верят в катаклизм сильные, то понятно, что девальвации подвергаются прежде всего бумажные деньги. Поэтому если выбирать между бумажными деньгами и золотыми слитками, наверное, золотые слитки — это более надежная вещь, чем бумаги. Бумага во всей истории, как правило, обесценивается. Ну, это не важно, рубль это или немецкая марка, все имеют историю своего обесценения. Поэтому если выбор между двумя, то золото. Если же мы говорим про продовольственный кризис, то, понятно, продукты питания лучше, чем золото. Поэтому если уж совсем финализировать, ну, имейте какой-то запас золота и продуктов питания, типа гречки. Если уж вы действительно верите в апокалиптический сценарий. А если вот золото, то физическое золото или всякие там расписки на золото? Но практика показала, что удар происходит по инфраструктуре. Даже если у вас есть расписки на золото, и вы купили ETF, который хранится в Евроклире, то как бы забудьте об этом, да? То формально вы и есть, но вы не сможете продать этот фонд ETF и через Евроклир получить эти доллары или рубли. И поэтому инфраструктура испытывает в случае кризиса давление со стороны политической системы, европейской или там российской, в зависимости от сложности проблемы. Политики же тоже не кудесники, они стараются брать ресурсы оттуда, откуда они есть. Если государство не будет хватать деньги, оно, естественно, будет изымать их у граждан. Если у вас есть деньги на счетах или ETF, понятно, что это первое доступное, что государство сделает. Если оно в амбаре, то, скорее всего, это второе, до чего оно дотянется. Я действительно по молодости, у меня дома лежала котлета баксов. Да? Знаешь, где я ее хранил? В морозильнике. Я вот, ей-богу, не знаю, почему так, но почему-то я думал, ну, морозильники это… А потом я вычитал где-то, знаешь, что практически 30% людей, которые дома хранят деньги, хранят их в морозильнике. Я вот думаю, что за неискусственный интеллект, который заставляет людей… Вот. Какие у тебя самые курьезные случаи, где ты деньги
клал там в книгу, может, в морозильник, может быть, я не знаю, под матрас или Я в погреб? не настолько алармистический, Да? я свои деньги держу в институциональных банках и на фондовом рынке России. Ну и часть средств, конечно, также была размещена в европейские активы, но они сейчас заморожены. Ну, эта часть не очень большая, поэтому неприятно, но не больно. У меня есть какие-то наличные средства в сейфе, но это, условно говоря, хватит на 3 месяца, не больше. Ну да, то есть я думаю, что если как бы иметь котлету кэша, ну там что-то всегда надо, но сколько ты этого кэша сможешь запасти, да? Да, и в любом случае денежные знаки имеют тоже свойство девальвироваться. Только бизнес или есть еще какие-то дела, вот, социальная преобразующая активность, филантропические действия или какие? Вот поделись, пожалуйста, куда ты вкладываешь еще время свое, ну и деньги тоже. Наша с тобой деятельность — это развитие биатлона. Мы с тобой развиваем биатлон в Ульяновске и в Рязани. И надо сказать, что Рязань в этом году принимала 24-25 декабря Кубок Содружества Пари. И, естественно, рядом с биатлоном стадион наш экопарк, термы, бассейн открытым небом, где девочки-спортсмены отдыхали и расслаблялись после или перед стартами. Кроме биатлонного стадиона, который мы построили, передали областному бюджету, в областную собственность, я с Дмитрием Лейкиным в соседстве построил экопарк. Это место для оздоровления, место, где мы готовим бездрожжевые продукты, хлеб, где очень много здоровой пищи, нет алкоголя, пить вообще запрещено. Да, это очень круто. Да, мы просто запрещаем алкоголь и ничего не продаем, естественно, спиртных напитков, где у нас есть домики, гостиницы, термы и огромное количество мест для активного отдыха, для велопрогулок, пеших прогулок. Естественно, биатлонный стадион — это лыжные трассы, биатлонная трасса, лазерный биатлон для тех, кто хочет пострелять. Это зимой? Это зимой. Летом велосипед, лыжероллеры, прогулки, плавание в озерах, термы, бани, парение, спа. Я, кстати, ссылку под этим видео размещу, если кто приезжаете в Рязань, экопарк — это просто удивительное место, обязательно. Да, единственное, в связи с популярностью бронируйте это за месяц. Сейчас так получается, что есть другая проблема. Если мы поднимем цены, это перестанет быть доступным. Поэтому мы находимся в той ситуации. А может увеличить тогда парк? Да, мы строим новые домики, мы будем расширять третий корпус, мы будем строить еще домики, мы будем расширять термы. Но вопрос цены — это очень деликатный вопрос. Мы не хотим тоже быть дорогими. В таком случае мы потеряем интерес со стороны среднего класса. Я смотрю, у тебя очень много удовольствия от биатлона и экопарк Поляна. Но ты еще общественной деятельностью занимаешься в деловой России. Там есть удовольствие? На самом деле. Или это не общественная деятельность? Это прикрытие для бизнеса? У каждой причины, конечно, есть повод, да. Занимаюсь, я сейчас председатель рабочей группы по конкуренции в аппарате правительства. У нас была и продолжается и регуляторная гильотина по сокращению нормативов правил. Собственно говоря, гильотина переросла в постоянную работу. Мы рассматриваем большой поток проектных документов, нормативных правовых актов, приказов, постановлений правительства и даже законопроектов. Все, что касается конкуренции, надо сказать, что примерно раз в неделю мы рассматриваем законопроекты, даем первую оценку, дальше, соответственно, мы пишем замечания. И если мы соглашаемся, то это идет в подкомиссию. Как правило, дальше это вырастает в подписание нормативно-правового акта или принятие законопроекта. Если у нас возникает разногласие, то возникает следующий процесс, как эти разногласия снимаются. Ну, там своя процедура идет. И ты же знаешь, Игорь, этот процесс стал рабочим, более продуктивным. Единственное, что, конечно, сам аппарат и сам Минэк занимают часто позицию то ту, то сю, потому что сложно сидеть на двух стульях. С одной стороны, аппарат правительства, ФАС, Минэк, они являются частью правительства и поддерживают эти ведомства. А с другой, Минэк и аппарат правительства должны помогать рабочей группе выбирать избыточные регуляционные вещи, а они связаны не с обсуждением механизма этого инструмента, нужен этот скальпель или не нужен этот скальпель, а с философским вообще понятием, нужен ли этот инструмент ФАСу и вообще нужно ли это регулировать. То есть мы-то расходимся в основном всегда следующим образом. Бизнес говорит, что, ребята, вот из 10 кружек, вообще говоря, 8 не нужны, не нужно это регулировать. ФАС, естественно, говорит, да что вы, на рынке произойдет ужасное, и настаивать, что все 8 кружек, все 10 кружек нужно регулировать. Минэк в этом смысле занимает позицию. Когда-то он говорит, что да, мы с бизнесом согласны, давайте оставим из 10 кружек 4 кружки. Иногда мы обсуждаем форму кружки. И тоже здесь Минэк занимает то одну позицию, то другую. То есть она должна быть то ли строже, то ли мягче.
То есть мы иногда расходимся, вообще говоря, в оценке рисков тех или иных инструментов. У нас вначале было написать высокие риски, средние, низкие. А когда сделали из 24 инструментов, мы написали, что риских высоких всего 3, средних там 8, а низких 12. У ФАС из 24 23 было высоких и один средний. У них все надо регулировать. Все надо регулировать. То есть, в принципе, если вы всю жизнь будете доктором-проктологом, то весь мир будет вам большая задница. Да? Поэтому, если вы... Ну что, это так. Вы всегда смотрите в одно и то же место. Вообще, то есть это означает, что уже есть конкретные инициативы, значит, по участию в улучшениях. Причем не призывами, там, знаешь, каски на Горбатом мосту бить, вот это стучать, там, демонстрации, болотные, и вот это все. Ну, не работает это все, да? А вот рабочий процесс. Смотри, я вот в этом смысле тоже 15 лет назад никогда бы не подумал, что бизнесмен, предприниматель, вот, ну, там, я буду строить школы, детские садики и так далее. И я очень хотел бы, чтобы мы с тобой, ну, вот своими проявлениями, да, чаще об этом говорили, какие еще возможности у предпринимателей и бизнесменов, да, непосредственно влиять на то, как мы живем. Вопрос моего участия в проектной группе — это другая история. Это на самом деле больше бойцовская. Ты знаешь, в 2008 году мы были первыми в нашей индустрии, кто попал под антимонопольное дело, когда был принят 14 марта, был принят первый антимонопольный пакет. И мы 21-го тоже получили иск на огромную сумму денег. И я был вовлечен в этот процесс. И то, как меня измордовали, просто измордовали меня. То есть это была защита сперва? Это была просто реакция, если то же самое, условно говоря, если вы подойдете к здоровому псу и сильно дарите ему в одно место, пес развернется и вас цапнет. И он это сделает на основе своих вот инстинктов. В 2008 году мне было 36 лет. Я был такой очень сильный поджаре формы, как этот пес. Я получил по одному месту, причем это было настолько неожиданно и больно. Не бейте пса по одному месту. Это было настолько несправедливо с моей позиции. И да, это было и такие иски, такие обвинения. А ты помнишь, почему это случилось? И потом, я даже не могу сказать, прошу не по противоправные действия. Такое ощущение, что просто на нас пытались отделаться. Да? И мы прошли до высшего арбитражного суда дважды. И мы потратили огромные деньги на юристов. В итоге дело закончилось пшиком. Все обвинения с нас сняли. Мы заплатили 130 тысяч рублей, даже не 300. Даже сами юристы ФАСа удивлялись, что нет такого штрафа, 300 минимальный. Просто судье все это надоело, сказал, будет 130. Хотя мы потратили, по-моему, 6 или 10 миллионов рублей потратили на их юристов. И, естественно, после этого я так завелся, что это был настоящий раджас, ну, как бы вот это состояние действия, да, что это не было такое светлое состояние духа, это было состояние бойца, которому просто, как говорится, в боксе не стыдно пропустить, в боксе стыдно не ответить. И у меня, на самом деле, этой энергии хватило еще на 13 лет. Вот 23-й год, я сейчас второй раз работаю сопредседателем, и я уже сказал, еще 2 года, и там будут выборы сопредседателя, наверное, в 25-м году я эту деятельность закончу. То есть мне настолько было больно, что я 15 лет эту боль чувствовал и понимал, что эту же боль будут чувствовать другие. И считал, что надо просто обязательно сцапаться и ни в коем случае не отпускать эту ситуацию. Ну, в этом смысле я был похож на бульдога, да. На этом здании, если ты обратил внимание, повесил огромную вывеску Рыбаков, чтобы все в городе Москва знали, что здесь живет Рыбаков. И потом я заметил, что очень многие познакомились с продуктами Технониколь, с частными, ну, через эту вывеску. Ну, прям вот мне все говорят, мы покупаем Технониколь, точка. И когда даже ребята подняли цены на продукты, все продолжили покупать Технониколь, но есть такая вот связка. Получается, что это очень выгодная стратегия, ну, популяризировать, становиться известным, ну, влиять на заражение других людей, ну как индоктринацию, что ну вот такой способ жить, ярко жить и так далее, делать вывеску на здании, да. И если, может быть, нам больше это делать, ну со всех колоколен, да, то будет больше популярности у профессии предпринимателя. Ну да, она рискованная, она там не такая, сидишь там, все надежно, стабильно, да, но зато она более яркая. Как ты вообще относишься к тому, что вот я взял, повесил эту вывеску? Это же вот вычурно, это же вот ну, нетрадиционно, ведь деньги любят же, тишину. Как ты осуждаешь меня за это вообще? Не думал. Если честно, я знаю 2 вывески. Одна из них Трамп, вторая Рыбаков. Больше у меня это никакая ситуация. У меня это вызвало ассоциацию. Ты подожди, ты в связи с чем это вспомнил? Что Трампа там взяли под стражу? Нет.
Просто Я надеюсь, не я знаю только 2 здания с именами. Одно из них Рыбаков, второй Трамп. Больше зданий я таких не знаю. И в честности скажу, эта ассоциация возникла не сейчас. Ассоциация возникла давно уже. Давно уже, да. Просто других зданий с именами собственными у меня в голове нет. Может, они есть в мире, но у меня нет ассоциаций. Давай так, ладно, давай так скажи. Тщеславие или там, честолюбие, или вот эта вот известность, популярность или стремление к этому, это хорошо или плохо? Каждый из нас родился с определенной астрологической картой, если верить астрологам. В твоей карте написано, что ты должен себя так вести, ты должен себе рассказывать. И ты ведешь себя так, как это написано. У меня карта написана в другое. И я веду себя согласно этой программе. Эта программа приходит с рождением, если верить астрологам. Поэтому твое поведение является нормальным для тебя, а у Трампа для него. Потому что они такие по жизни. Просто копировать мне тебя не нужно, а тебе меня, да, все. Поэтому, ну что, ты такой, да, я другой, у меня там другая карта, у меня другие сильные стороны. Поэтому у каждого человека свое предназначение. Моцарт взял в 6 лет, начал играть на фортепиано. Это же, скажите мне, что он как бы талантлив. Да, он талантливый, но если вы скажете, что в 6 лет любого человека можно учить играть, я не поверю. Этот талант пришел с Богом. Значит, это было заложено в его карту рождения. Тебе заложено было говорить о себе, ну ты и говоришь. Я вообще считаю, феномен Технониколь, вот я хотел бы в нашем выпуске вот эту книгу пропиарить «Эффективное производство в России». Там Сергей Колесников вместе с нашими технониколевцами ее написали. Кто реально хочет, чтобы производство было такое же эффективное и производительное, как Технониколь, вот эту книгу можете найти там на сайте Технониколь, заказать, название вот есть. И я бы опять же говорил, что феномен Технониколь, он многогранен. Это и яркость, это и амбициозность, это такой, импульсивность, как мы входили, да, в сектор каменной ваты, называется, на полных парах, без всяких там страховок, да, и технологичность, и настойчивость. То есть, я думаю, он содержит как раз-таки практически все все необходимое, чтобы стать феноменом. И феномен, он всегда состоит из всего. И, конечно же, команда Технониколь, она состоит из людей разных проявлений, и, собственно, и мы с тобой очень разные, но посмотри, как эта разность дает, насколько она плодовитая. Я бы хотел вот людям как раз дать такую идею, что не стремиться быть каким-то, будь собой и формировать стратегические команды, то есть окружать себя взаимодополняющими или взаимопроявляющими партнерами, чтобы феномен случался. А когда феномен случается, экспансия, там, расширение, всем хватает, всем сестрам по сёргам, да. И поэтому я бы прям популяризировал подход Технониколь. Вот он здесь описан, там, есть несколько книг, которые я написал, и я думаю, еще будут книги. Смотрите за книгами Технониколь. Кто хочет познакомиться, знакомьтесь. Будущее России. Правительство постоянно говорит, что скоро будет переход к фазе роста, да. Оптимизм, так сказать, присутствует, да. Хорошо. Но сегодня вопрос к тебе. Как ты видишь будущее России? Сможем ли мы преодолеть эффекты санкций? Если да, когда? Если нет, то и что делать? В России очень дорогая логистика, нам сложно что-то сюда привозить и сложно что-то отсюда вывозить. В этом есть свои минусы для экспорта и импортных операций, очевидно. То есть мы уже изолированы, короче. Но надо сказать, что стоимость логистики по коридору через Иран, север, о котором все говорят, это примерно 6-10 тысяч долларов до Мумбаи. Мы грузим туда, у нас есть контракт с Росатомом, и мы грузим наши материалы. И, естественно, это дорого, это долго, и там 3 перегрузки, и есть и порча продукции. Также очень дорого грузить с северо-запада, практически нет транспортных линий. Что творится на БАМе, об этом все пишут. Хотя сейчас стоимость логистики стала слегка удешевляться, но все равно она стоит в разы дороже, чем, условно говоря, контейнер с Финляндии, из Германии до Китая и наоборот. То есть, если сравнивать наши цены с ценами, которые мы видим на контейнерной перевозке из Европы в Китай и наоборот, то они в разы дороже по-прежнему. И, скорее всего, эта ситуация быстро не решится. Рубль стал слабым. В целом образовалось огромное количество ниш из-за того, что многие компании ушли. И я думаю, эти ниши будут заполняться. Мы сейчас сами стали смело инвестировать, я тебе говорил, в деревообработку. Мы также инвестируем в переработку вторичных полимеров. Мы запускаем производство полипропилена. Сейчас мы запустим линию по производству полиэстера
в том числе для дорожного строительства. Инфраструктурное строительство в России, кстати, идет очень хорошими темпами. И все коллеги, кто занимается, поставляет продукты на инфраструктуру, на всех вот форумах говорили о том, что у них постоянно рост идет. Так что и еще хочу похвалить наше правительство за то, что инфраструктурное строительство ни на миг не прекращается, и его темпы роста бизнес чувствует. Ты редкий гость, кто хвалит наше правительство. Обычно ругают. У меня есть такое о покойниках и о правительствах либо хорошо, либо никак. Давай я короткие вопросы тебе буду задавать. Вот с инфляцией что будет через 2 года и через 5 лет? Правительство обещает, что замедлится инфляция, ВВП начнет расти уже в следующем году. Так и будет. Так и будет. Вот я просто такое, совпадает Да, у тебя совпадает, интуитивное ощущение. Через 3 года инфляция сколько будет? Она будет в районе 5-6. 5-6%. Я думаю, Кредитные ставки, до 8. банковские ставки. Кредитные ставки 3 будут года. в районе 7%. 7%. В этом году Минэкс сказал, что рост будет 1,2. Я думаю, будет 1,2 и даже больше. В следующем году, я думаю, уверен, будет 2,5-3. Я думаю, что все недооценивают наш потенциал. Мне кажется, самые большие перестраховщики сидят в российском Минфине. Потенциал российского бизнеса огромный. И больше всего не верит в наше правительство сам Минфин. Знаешь, я с тобой полностью согласен. Они любят скапливать деньги, они любят запасаться И быть осмотрительным. 3-кратными запасами валюты, которые они потом все равно теряют. В банках, Да, да, в банках, где-то там да. запад. Они не доверяют российскому бизнесу и всегда с очень большим подозрением выделяют нам деньги, считая, что российский бизнес их не вернет. Хотя я хочу по статистике сказать, что фонд ФРП, во всяком случае, до 2021 года, статистика невозврата 0,1%. Единственное, что денег выделили в 2021 году всего лишь 20 миллиардов, а в 2022 120 миллиардов. При том, что экономика размер 150 триллионов. Если бы они могли еще это сделать в размерах триллионов, о которых надо говорить, то есть 150 триллионов и 20 миллиардов. Но если вы хорошо разбираетесь в математике, вы понимаете, что это несоразмерно. Для страны Российской Федерации 20 миллиардов – это смешно. Ну, просто смешно. И если я бы был министром, выступать с такими показателями было бы смешно. То же самое, что я выйду, скажу, что компания Техникой вложила 20 тысяч рублей в инвестиции. Ты прям смеялся, да? Я сказал, ну что за ерунда Ну, такая, вот, да? естественно. Поэтому 20 миллиардов, 120 миллиардов для размера Российской Федерации – это слезы. Надо говорить о триллионах. Механизм создан, но российское правительство не верит российскому бизнесу. Но при этом они с удовольствием опять вкладывают деньги в иностранные ценные бумаги, Иностранные цены. финансируя фактически иностранный бизнес. То есть 20 лет говорили про какие-то иностранные инвестиции. Все эти иностранные инвестиции, даже те, которые были, это были 60% инвестиций в те же русские деньги. То есть, в принципе, Россия могла бы эти 20 лет реинвестировать Ну, деньги в себя, В принципе, если возвращаться к простым словам, что в России не хватает? В России не хватает доверия. У нас есть 3 вещи. Правительственная элита, есть бизнес и есть, условно говоря, население. Вот между этими 3 концами треугольника нет доверия. Население не инвестирует в фондовый рынок, бизнес не очень много инвестирует в Россию, а правительство складывает кубышку и выводит их из страны. И получается, никто, вот мы живем все в стране, мы все, как говорим, что и любим, но все поворачиваются к 2 другим углам спиной. Правительство поворачивается спиной к населению и к бизнесу. Бизнес тоже не особо верит, много инвестирует или делает запасы, а население не инвестирует в фондовый рынок. Вы знаете, что фондовый рынок России составляет малую часть экономики по сравнению с тем же Китаем, с теми же развивающимися рынками, а мультипликаторы PE там, или мультипликаторы в сравнении даже там, с Египтом, с Турцией, они в разы меньше. Показывает, что население просто не верит бизнесу. По твоим оценкам за следующие 5 лет, давай так, оптимистичным оценкам, если сколько Технониколь инвестирует в России? В деревяшку, префабы, изоляции? Наш поток инвестиций в Россию будет стоить примерно 12-15 миллиардов каждый год. Ну, то есть оценочно за 5 лет? За 5 лет это 50-60 миллиардов. 50-60 миллиардов. Ну, то есть вот при обороте группы, сколько там? Сейчас 180 180, миллиардов, да? Получается где-то, порядка 10%, там, чуть меньше, 7% от выручки. Это очень сильный показатель вот, относительно промышленной индустриальной компании. И если правительство будет помогать. А представляешь, если бы еще правительство... А если еще правительство нам поможет? Да, скажет, давайте на каждый рубль, который вы инвестируете, например, 15 миллиардов или там 12, мы добавим, удвоим.
И тогда мы инвестируем идеи. А они же могут прийти и сказать: Сергей, Игорь, а почему нам не добавить каждому вашему рублю 3? Мы скажем: ну давайте, только единственный процент там, поставьте 2%. Я подчеркиваю, это вопрос доверия, сознания, доверия, финансового блока. А может, это формула вот, экономического успеха, которую мы только что вот, озвучили? Смотри. Возьмите предпринимателей, которые долго на рынке доказали свою действенность, эффективность, производительность вот, по факту. Придите к ним, скажите: ребят, любые проекты делайте, который пройдет экспертизу, которые нужны индустрии России, так далее. Мы умножим ваши деньги на 3. И любые ваши инвестиционные. Об этом сказал Костя недавно, да. О 70 триллионных инвестиций. Об этом, да. Пока молча, но очень много делает Василий Сергеевич Осмаков. Это первый зам Минпромторга, который разрабатывает программу софинансирования. И в феврале месяце вышла программа Минпромторга о инструментах развития промышленности. От 60 триллионов, в частности, промышленная ипотека, которую распространили, в том числе и на строительство цехов для промышленных предприятий. То есть правительство робко шаги делает. Наверное, там существует вопрос нахождения правильных инструментов, механизмов, то есть какие-то шаги делаются. Но, наверное, это можно было делать быстрее. Но мы бы с тобой переварили еще 20 миллиардов в год, дополнительно к нашим 10, которые мы вваливаем. Вот это хороший вопрос, который на себя я сам себе задавал и сам не смог на себя ответить. То есть проблема-то следующая. Возьмем ли мы, как бизнесмены, на себя эту ответственность? Хороший вопрос. Сейчас лимитирующим эффектом являются деньги, которые компания зарабатывает. Даже не рынки и даже не сотрудники. С точки зрения экономической системы, если делать то, как ты говоришь, и то, как должно быть, лимитирующим эффектом должны быть не деньги. Это будут либо компании, кадры, которые готовы это все переварить, решимость и либо рынки, которые все должны это освоить. То есть, по большому счету, последние 30 лет парадигма была следующая. Нас всегда ограничивали не рынки и не люди, нас всегда ограничивали финансовые возможности, монетарные темы. И правительство всегда шло на поводу финансового блока. Мы знаем эти 3 фамилии, которые Бабкин у нас говорит на экономическом форуме. Дерипаска их склоняет. Нет, постоянно. Греф, Набиуллина, Силуанов. Дерипаска о них постоянно говорит, да, люди, которые, возможно, они правы, я не знаю, в конечном счете, но они постоянно заботятся об инфляции, проводят очень жесткую монетарную политику. Денег бизнес не получает, промышленность не получает. Если будет этот барьер снят, то, наверное, мы встретим 2 других барьера. Это емкости рынков и возможности компаний. То есть, на мой взгляд, компаний нашего порядка промышленных, готовых переваривать эти деньги, их всего лишь несколько сот. Это даже не тысячи. Условно говоря, бегать можно 10 километров, можно 15. Но если вы будете делать по 20 километров, вы больше года не пробегаете. Также любая компания, она не сможет это все переваривать с точки зрения организационного развития. Сегодня мы расскажем правительству о варианте. Смотри, ты сказал 60 миллиардов за 5 лет. Сегодня, после этого выпуска, когда посмотрят его в правительстве, они немедленно сделают звонок и скажут: Серега, Игорь, давайте так, мы вам дадим еще 100 миллиардов на 5 лет, подставку низкую. Только единственное, заполните те производственные ниши. Ты же сам сказал, очень в многих нишах нету теперь продуктов, нет товаров, нет услуг. Но они скажут: ребята, мы вам дадим 100 миллиардов, только, пожалуйста, возьмите на себя, как бизнесмены, ответственность, что там произойдут эти товары. Возьмешь? Я возьму. Как мы с тобой поступим? Или мы так скажем: не, мы не готовы, наша хата с краю. Как мы поступим? Мы ответим ответственно. В тех продуктах, в которых мы сильно разбираемся, ограждающие конструкции строительных материалов и технологии, это обычно поточные линии, эти вещи, связанные с этими продуктами, скорее всего, да. Если нам предложат машиностроение, если нам предложат те области, в которых мы не являемся специалистами, ответ будет отрицательный. И вопрос здесь не в деньгах, и бесплатно. Компетенция. Вопрос компетенции. Вопрос в том, что мы просто это делать не умеем. Но не надо давать только технониколю. То есть, если дадут только нашей компании, это не будет иметь никакого эффекта. Это должна быть программа для всех индустрий. У нас, тем более, выбрано несколько индустрий, которые правительство выдвинуло как основные для развития. Это автопром, авиастроение, радиоэлектроника, электроника, транспорт, судостроение. Если это будет фронтальный рост по всем отраслям, то он тащит за собой все отрасли, в том числе строительные материалы. Да. Невозможно развивать только одну индустрию, а все остальные индустрии не будут стоять. Если будет развиваться судостроение, будет развиваться рыбная промышленность. Значит, нужно развивать рыбную переработку, значит, нужно ставить пищепром, значит, нужно ставить гофрофабрики для производства гофрокартона. Это мультипликационный эффект.
Как это сделали, собственно, в Китае. Развивались все отрасли равномерно. Как развивается тело, развиваются все клетки в какой-то пропорции. Поэтому, когда правительство пытается одну отрасль развивать, IT, а не развивать все остальное, это смешно. Ну, то есть вот какие реформы ты хотел бы видеть в России, ты уже вот, мы с тобой об этом поговорили. То есть если Костин сказал, 70 триллионов могут быть в России, появиться в виде денег, и завтра нам сделать... Вы заметьте, 70 триллионов, а ФРП 20-120 миллиардов. Какая разница? Какая разница? Разница. Я представляю, Раз, ты два, смотри, завтра, три порядка. завтра они звонят, Разница в и три порядка. говорят тебе, Сергей, каждый рубль умножить на 2, ну, на 3 даже, да, и 200, то есть, говорит, 60 миллиардов, окей, плюс 120 миллиардов на 5 лет, ну, повышающий коэффициент, давай. Потому что из этих 70 триллионов, о которых ты говоришь, Костин сказал, окей, я согласен, может и 100 триллионов, но их надо кому-то раздать, этих участников, их несколько. Я еще раз говорю, Технониколь возьмет на себя 100 миллиардов на 5 лет для тех отраслей, где есть рынок, но где надо сделать завершенку, ну то есть проинвестировать, создать продукты. Может это будут дорожные инфраструктурные продукты, может быть это... У нас есть проекты, естественно, и в области деревообработки, Да, и в области дерево. и в области промышленной переработки отходов, Да. и в области... На сколько миллиардов? Просто скажи сейчас, вот на, ну, сколько мы освоим? Каждый проект это обычно миллиарда до 7. Я думаю, что те программы, которые у нас есть, мы можем применить коэффициент 1,5. Это и была бы, может быть, наша с тобой как ответственность, как бизнесменов. То есть мы бы могли взять и на 30 миллиардов еще увеличить программу в приоритетных областях. Но вопрос следующий. Кому это нужно? Я понял, да. Как стимулировать бизнес к развитию? Дело в том, что японские экономисты, да большинство экономистов в развитых странах сказали, что ни одного фактора, так сильно влияющего на рост экономики, нет, кроме как предприниматель и бизнесмен, который берет на себя ответственность соединить несоединимое, чтобы возникла новый продукт, новая услуга и так далее. Все остальные оказываются под его влиянием. И правительство, и монетарные власти и так далее. То есть, грубо говоря, все люди, которые поимели в результате экономику развитую, признали драйвером всего бизнесменов и предпринимателей, которые могут создать общественное объединение, партию, там, не знаю, да, и повлиять и на монетарные власти, и на регуляторов, и на закон. Но если бизнесмены отсиживаются, ну, они занимают такую пассивную позицию, такие наблюдательные, ну, дальше констатация. У нас есть общественный договор, который был подписан еще, мне кажется, в начале 2000-х лет, он не меняется. У нас элита силовая, я не боюсь этого сказать. Ну, бизнес находится в подчиненном состоянии, он находится последние 20 лет в этом состоянии. В принципе, всех все устраивает. Но если мы хотим развития экономики, и если вы говорите о том, что предприниматель становится, вы говорим о том, что предприниматель становится центральным лицом, это означает изменение общественного договора. Вопрос нашей... Ну, общественном смысле договор между элитами, да? Договор между элитами. И творческими элитами. Бизнес не является... Бизнес — это творческая элита. Бизнес не является частью элиты, в моем понимании. Это творческая интеллигенция. Они занимаются... Бизнес занимается подчиненным... ремеслом. Бизнес в Российской Федерации не является частью элиты. Это не элита, это творческая интеллигенция. Это просто некий слой, Ремесленники. не знаю, как его Купцы. рассматривать, но это точно не элита. Точно не элита. В результате договор между элитами, или кто так себя считает, и ремесленниками. У нас в Как стране... стимулировать ремесленников, у нас чтобы они экономику развивали? Стратегия мышления... Не, может их как Королевых посадить в каталажку и сказать: ребята, не произведете чипы или литографы, того, чего нет в стране, мы вас... Вопрос, есть книга русского писателя Прохорова, да, о том, что все 400 лет Россия развивается через мобилизацию и перераспределение. Да. Эта модель хороша, если вы хотите сделать краткосрочный забег, сделать ракету, сделать микроэлектронику, но, как правило, она заканчивается низкой эффективностью, низкой против труда, низкими доходами. И она заканчивается тем, что одна отрасль выстреливает, остальное все рассыпется. То есть мобилизационный подход. Как сказал у нас однажды наш известный человек, взялись за яйца, пропала колбаса, да? Да, мясо пропало. Мясо пропало, да. Поэтому, только взялись за яйца, мясо пропало. Мясо пропало. Поэтому тут я бы, наверное, так можно проблему решить микроэлектроники, но тогда у нас Хорошо, проблема можно в других мобилизовать сферах. бизнес к развитию экономики? Вряд ли, да? Недолго. Вопрос, какое общество мы строим?
Поэтому мобилизовать все можно. Вопрос лишь в том, что эта экономика в любом случае не будет развиваться теми темпами, которые мы видим в Китае. Китай развивается во всех секторах, развивается очень равномерно. Высокие отрасли с высокими пределами развиваются быстрее, потому что правительство Китая их стимулирует, в том числе низкими процентными ставками, кредитами, льготами, низким налогообложением. У них все для этого развития создано. Я к тому, что все-таки в условиях элиты, которая не считает предпринимателей акторами по развитию экономики, а считает это, что-то там есть, да, в этих условиях, на мой взгляд, вообще экономика всегда будет, вторичной. То есть мобилизация или какие-то инициативы будут первичные, это некие придумки, да, а экономика будет вторичной. Какая получилась? В этом смысле вопрос к бизнесменам и предпринимателям. Мы же с тобой бизнесмены и предприниматели, то есть в целом, ок, так, значит так. Вопрос. Мы согласны на такое, или мы как минимум будем отстаивать позицию не противоборствующую, а отстаивать, имеется в виду говорить о том, что есть, в общем-то, и другой подход. Другой подход следующий. Давайте мы возьмем ответственность за какие-то отрасли, экономики и так далее. Или мы скажем, нет, мы не возьмем, мы будем сидеть и ждать. Дело в том, что от того, как мы поведем себя, мы дадим некую модель поведения для других предпринимателей, для десятков тысяч. Я бы не стал телегу ставить впереди лошади. Ага. И я остерегаю эти призывы, когда вы находитесь в подчиненном состоянии, нарушать правила, которые пишут ваш главнокомандующий. Это большая ошибка. Китайский бизнес развивается быстро, потому что там есть китайское правительство и есть китайские компартии, которые делают целеустремленное движение, поэтому бизнес развивается быстрее. Есть причинно-следственные связи. И если вы ограничены жесткой кредитно-денежной политикой, высокими налоговыми сборами, постоящими, повышающими, то есть определенный потолок в развитии. Условно говоря, если вы занимаетесь спортом, я спортом занимаюсь, есть нагрузки, которые вы перевариваете, и это хорошо. Дальше вы восстанавливаетесь. За эти пороги в перегрузках лучше не выходить. То же самое здесь. В условиях жестких, наложенных кредитно-денежной политики, бюджетной политики, она сейчас смягчилась, но последние годы она была тоже жесткой. У нас всегда был профицитный бюджет. Развиваться более быстрыми темпами система не могла. То есть мы развивались там около нуля. При том, что сам техноликон развивался темпами по 15% в год. То есть мы и так развивались быстрее, чем развивалась экономическая система. Yeah. Дальше больше развиваться — это просто опасно. То есть мы пережили, на самом деле, последний год очень много стрессов. То, что мы выдержали, это сейчас я могу сказать, но было тяжело на самом деле. Было очень много неопределенностей. У нас очень резко раздулись оборотные активы, потому что очень сильно подорожало сырье. Очень сильно увеличились запасы, потому что пришлось их увеличивать. И потом в течение года не сжимались. Если посмотреть на наш баланс, конечно, кривые в этом балансе были нетипичными. И если система сама не способствует этому развитию, развиваться быстрее этой системы и призывать бизнесменов быть героями, я не хочу. Геройство — обратная сторона разгильдяйства. Я призываю людей быть разумными и вести себя в каждой экономической ситуации просто разумно, брать то, что система позволяет делать. Не то, что там быть пессимистами, но бежать впереди паровоза я бы бизнесу бы не советовал. Я с тобой, в общем, согласен. Иногда мне просто кажется, когда ты размышляешь о том, что я бы хотел, чтобы такие, как ты, были бы элитой и определяли бы вот эти направления. И если через 28 лет, условном 2050 году элиты России будут такие, как ты, я так скажу, точно все будет по-другому. Так вот, ответь мне на вопрос, ты все еще оптимист или уже… Помнишь, когда мы с тобой сидели в общаге, в нашей комнате, 103-й, и говорили, мы так точно жить не будем, это были 90-е годы, когда все разваливалось, да, там. И тогда мы с тобой были оптимисты, мы были очень молодые и знали, что все впереди, мы так точно не будем жить, как в Советском Союзе, и вот мы уже и живем-то по-другому. Но мы были с тобой такими отвязанными оптимистами. Ты все еще оптимист? Для того, чтобы быть счастливым, вообще говоря, мало надо.
Поэтому понятие оптимизма у меня сместилось в другую область. Я его не связываю ни с развитием экономики и ни с ее падением. По большому счету, я советую каждому из нас быть счастливым в любом сценарии. Будет экономика развиваться, не будет она развиваться, будет она падать. В любом состоянии каждый из нас может быть счастливым. Мир мы не переделаем, он есть такой, как он есть. Я стараюсь просто быть счастливым в этом мире, не пытаясь его переделывать, в силу того, что сил много, все меняется, мир непостоянен. Как говорили, да, майя, это все иллюзия, да. Тем более огромный поток информации постоянно, и если ты начинаешь привязываться к чему-то, чего-то желать очень сильно, ты начинаешь чувствовать внутри себя определенные страдания. Как говорил Будда, да, страдания — это обратная сторона наших желаний. Потом стараешься меньше чего-то желать. Да, мы действуем осознанно в этом огромном потоке информации. Мне кажется, в России бизнес делать в этом смысле сложно, потому что мы находимся в центре очень больших изменений. Но также я пытаюсь людей, себя лишать этого избыточного оптимизма. Он тоже на самом деле на руку не пойдет. Потому что риск-менеджмент — это как бы реальное осознание того, что происходит, а не все, что происходит, позитивно для твоего бизнеса. Ну, все, что ты говоришь, очень такое оптимистичное, ибо в нем есть прямо формулы или подходы, как сохранять спокойствие, да. Ну, некие присутствие духа, знаешь, такую дееспособность и так далее. И это, может быть, и есть оптимизм. Это же не то, что вот все будет хорошо, чувак. Нет. Мы-то знаем, что даже если будет хорошо, то потом будет плохо. Знаешь, когда бежишь в биатлон, там есть очень важный подход к рубежу. И самое главное, последние 200 метров перед стрелковым рубежом чуть-чуть сбавить темп, чтобы подойти к стрельбе на оптимальном пульсе и не задерживаться лишний раз. И вот, казалось бы, сколько раз не бегал, самое большое — не увлечься гонкой, и эти 200 метров перед стрельбищем обязательно чуть-чуть сбавить темп. Казалось бы, да, сколько я не бегал, все равно это не всегда получается. Вот так же и бизнесменам. Не увлекайтесь. Успейте как бы иногда скинуть темп и посмотреть на все со стороны. Нужно осмысление того, что происходит. В мире происходят многие вещи, и те, и другие. И нужно найти баланс. Ты редко появляешься в публичном поле. Здорово, что мы наметили через 6 месяцев по новым поводам, да, посмотрим, как там префабы Технониколь выстрелили, да. Все-таки, Сергей, я поделюсь с тобой своим глубоким убеждением. Учить бизнесу, невозможно, можно только научиться. Научиться люди могут только у тех, у кого получается. У тебя получается, у меня получается. Пусть люди чаще нас смотрят, слушают, и таким образом будем влиять, что и у них тоже получается. И я бы хотел, чтобы мы с тобой стали причиной для других людей, чтобы у них лучше получалось. Ведь тогда у них будет больше денег, они будут покупать чаще наши материалы с тобой. Как ты смотришь на это? Я желаю всем предпринимателям удачного бизнеса. С удовольствием буду делиться своим опытом, если это будет интересно вам. Поэтому увидимся через полгода. Да. Итак, друзья мои, это был замечательный предприниматель Сергей Колесников, мой друг, партнер. Ну и я надеюсь, именно такие люди будут в элите российского общества к 2050 году. Я бы очень хотел, чтобы мы процветали в нашей стране России, и в мире было больше хорошего и меньше плохого. Удачи. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей.